Привет, ребята, с вами снова я, Таня. И в этом видео я не буду рассказывать вам ни о каких упражнениях, ни о правильном питании. Сегодня я расскажу вам о волосах, как правильно, как быстро восстановить свои волосы после длительных покрасок, после различных экспериментов, которые, в частности, я проводила со своими волосами. It sure takes its precious time, but it's got rights and so have I. I turn my head up to the sky. Начну с того, что свои волосы я начала отращивать уже более 1,5 года назад. Сейчас у меня натуральный цвет волос. Может, там что-то осталось на кончиках, какие-то светлые кончики, но получается за 1,5 года вот так вот у меня и отросли волосы свои. И все началось с того, что в какой-то прекрасный день Таня решила покраситься в блондинку. Именно покраситься сама дома, соблазнила маму. Мама, крась меня быстрее. Получается, в то время у меня было милирование, почти светлые волосы, и там что-то, какие-то темненькие пряди были. И я решила полностью стать блондинкой. Я не знаю, как, это у меня такой характер. Я просто, если я решу, все, сегодня я крашусь, то это будет сегодня. И мама меня покрасила, красились мы дома с ней, набодяжили какие-то баночки, не знаю, есть просто, я точно не помню, как она называется, там смешиваешь порошочки и получается краска. Мама меня покрасила на кухне, все, я довольна, сижу, жду, мечтаю, когда у меня будут белоснежные волосы, когда я буду блондиночкой. И я снимаю полотенце, смываю краску, смотрю, я рыжая. Получилось так, что вот эти темные пряди, которые у меня были, они дали рыжевину какую-то, такую страшную очень. Были-то светлые, но темные стали рыжими. И было это очень смешно и некрасиво. И я вся в слезах. Мама, крась меня еще раз. В этот же день. Мама смотрит на меня такими глазами. Ну, я от нее не отставала, и мы опять в этот же день покрасились с ней опять в блондиночку. И сижу я с этим агрегатом на голове и чувствую, как будто у меня все сейчас сгорит на голове. И прям такое впечатление, что даже дым сшел с головы. Это мне сейчас смешно, но тогда, когда я потом смыла это все, смывала я не только краску, все, что меня мама красила, я смывала почти половину своих волос. У меня была такая истерика, что я, наверное, запомню на всю свою оставшуюся жизнь, что краситься так нельзя. И потом у меня, волосами это не назовешь, то, что у меня осталось. Я была похожа на какого-то облезшего цыпленка. Я все-таки так и осталась рыжей, но эта рыжевизна у меня была около вот такого размера. Это было что-то ужасное. Я вся в слезах звоню парню, Диме своему: ты меня перестанешь любить. Боже, это было что-то невероятное. Приехала к нему домой, он давай смеяться с меня. Это, конечно, было что-то ужасное. В общем, в таком состоянии я проходила около месяца, может меньше даже. Боялась выходить на улицу, даже практически не фотографировалась вообще. Пару фотографий сохранилось в этом моем состоянии, и то это каким-то образом случайным я нашла, и даже сейчас вам покажу. Это было что-то невероятное, и мне это запомнилось на всю жизнь. Вот такие мои эксперименты. И так я проходила около месяца, и потом я решила, даже не стоит так ходить дальше, потому что уже начали отрастать свои волосы, уже корни становились потемнее, и это было вообще ужас какой-то. И я просто разводила руками, я не знала, что мне делать дальше. Пошли мы потом уже в парикмахерскую, этим бедным девочкам, парикмахершам объяснили: пожалуйста, хоть что-нибудь сделайте со мной, с моей головой. И меня попытались покрасить в мой натуральный цвет, что-то приблизительное мы сделали. И немножечко состригли то, что отросло, потому что это был просто ужас, то, что даже волосами не назвать. Мы покрасились, я довольная, как бы была, сделали вид хотя бы нормальных волос. И было у меня около вот такой длины, даже немножечко вот скос был такой стрижки. И я начала полностью лечить свои волосы.
восстанавливать их нормальный рост, делать их здоровыми. Что же я делала для этого? Во-первых, я полностью забыла о разных утюжках, потому что раньше я практически каждый день выравнивала свои волосы, поэтому они у меня были очень сухими, очень ломкими, постоянно секлись кончики. Я забыла о утюжке вообще полностью. И также я вообще никогда не пользовалась феном. Очень-очень редких случаях, когда мне надо было выровнять свои, выпрямить и высушить свои волосы, тогда я уже пользовалась утюжком и феном. Это было очень редко. И в основном я ложилась спать не с мокрой головой. Я мыла голову где-то около 8-7 вечера, и чтобы я легла с сухой головой спать. Потому что когда мокрая, там волосы, они очень плохо высыхают, во-первых, и ломаются во время сна. И вредно вообще ложиться с мокрой головой спать. Еще что я делала? Я пользовалась репейным маслом. Нашла для себя такой выход. Обычное совершенно масло, его можно купить в любой аптеке, оно недорогое. Вот я купила его, когда только начала восстанавливать свои волосы. Вот, у меня даже чуть меньше половинки осталось. Я его использую только на кончике волос, потому что если я буду мазать корни, то тогда будут просто жирными волосы, и часто придется их мыть. Мою волосы я где-то раза 2, ну максимум 3 в неделю, не сильно часто. Мою чем? Тоже нашла для себя отличный выход. Это лично для меня. У каждого волосы разные, поэтому разные шампуньки подходят. Пользуюсь я Сьюзом, уже все почти пустое, надо новое покупать. Разные серии. Вот здесь у меня для сухих и ломких волос, для нормальных поврежденных волос. В принципе, главное, чтобы был бальзам. Мне нужен обязательно бальзам, потому что тогда у меня плохо волосы вообще расчесываются. Поэтому я обязательно пользуюсь бальзамчиком. И вот, например, я помыла шампунькой волосы, и потом сразу наношу бальзам. И так я держу его где-то около минут 5, ну не больше где-то, ну чтобы потом смыть. И тогда волосы хорошо расчесываются и вообще блеск придает. Именно вот этот шампунь мне очень-очень подходит. Тоже попробуйте, мало ли, ну если у вас есть, продаются такие, должны, в принципе, это довольно известная марка. Должны у вас такие быть. Так что попробуйте, может вам тоже подойдет он. Потом, что я для себя еще нашла, очень-очень хороший выход. Я не консультант Oriflame, не пугайтесь, но реально очень хорошая вещичка. Получается, это как... Что же это? Не знаю, это все на английском написано. Получается, после мытья волос есть такая пенка. Это вроде как кондиционера. Наношу на расчесочку и потом на волосы. И потом очень не смывается это все. Очень-очень хорошо расчесываются волосы, во-первых. Во-вторых, очень мягкими становятся и блестят. Да, это действительно так, как бы это не реклама. И вот с этой серии есть, получается, кондиционер такой, или я не знаю, как он называется, в общем, как это называется. Вот такая штучка. Потом это идет для корней волос, тоже что-то там для быстрого роста. Вся серия для быстрого роста волос, для восстановления. И еще идет такой шампунь, по-моему. Не знаю, кондиционер есть или нет, но у меня был наборчик с трех таких бутылочек. Ну, я остановилась на вот этой вот. Я уже 3-й раз ее заказываю, и она мне прям спасает меня, действительно. Так что насчет ухода волос, то вот такие вот предметики у меня. Так что вот такие истории у меня со своими волосами. Очень-очень много у меня было эксперимента. Сами можете посмотреть. Фотографии, конечно, поражают иногда даже. То, что какая только не была, даже зеленая. Были, кстати, когда вот, например, у меня были мелированные волосы, то иногда они желтеют после покраски, когда уже, например, вы моетесь другим шампунем или что-то. Ну, в общем, бывает желтеет такое. Ну, вы должны знать, если краситесь светлой краской, то я использовала, такой жалко сейчас нету показать, потому что не светлые волосы, тоником. Есть такой какой-то оттенок, не помню, как он называется, честно. Ну, я кину где-то тут картиночку вам.
Тоник, он не осветлял свои волосы, но главное не переборщить. Опять же, я люблю всего побольше, чтобы было еще лучше. Однажды переборщила, и у меня волосы стали фиолетовыми. Где-то, на зачетке у меня моя челочка фиолетовая. В общем, да, были эксперименты, и зеленые волосы у меня были. Я как раз тогда поехала на море, сливалась с речкой вонючкой зелененькой. Ну, в общем, да, были эксперименты еще те. Так что, девочки, берегите свои волосы. Волосы — это для нас самое дорогое. И для меня сейчас самое дорогое — это, наверное, длина волос. И прежде тем, как обрезать ваши волосы, сделать какую-то супермодную стрижку, укладку и что-нибудь еще, подумайте 300 раз. Потому что всегда длинные волосы — это всегда будет и было, и будет дальше красиво. Потому что все мы делаем для парней, кажется. Поэтому какому парню нравится, например, девушка с короткими волосами? Может, конечно, и нравится кому-то, но всегда красивые волосы — это всегда нравится парням и девушкам тоже. Да, еще когда у меня были мелированные волосы, я купила... кстати, нашла вот такие вот штучки. Ну, это сейчас обычное дело, но в то время, когда у меня были коротенькие волосы, вот нашла такую вот штучку. У меня сейчас таких наборов на 2 головы. Это, сейчас они мне не нужны, потому что по цвету волос, как видите, они не очень подходят. Но где-то на каких-то фотографиях можно использовать, и владея фотошопом, можно все прекрасненько исправить. Так что иногда использую их. И вот такие вот накладочки волос. Это искусственные волосы. Потом вот набор на мою голову, там было 6 или 8 таких вот, одни короче, одни длиннее. Мне обошелся около 300 гривен. Да, это вообще очень мало. Натуральные такой же наборчик примерно около 1000 гривен стоит. Эти волосы нельзя ни выпрямлять, ни крутить, просто они вот как ровные, они такие есть, они уже древние такие. Вот какие они есть, такие вы их накладываете себе. Они очень легко накладываются. Если на какой-то праздник, если подобрать действительно по вашему цвету волос, то, я думаю, не отличишь вообще от того, что... Особенно парни не отличат никогда. Я не знаю, когда я, например, сделала себе такие длинные волосы, меня даже никто не заметил, что у меня как-то выросла грива такая большая. Так что это очень хороший выход, если у вас коротенькие волосы и вы как бы хотите себе длинные волосы, то попробуйте. Я думаю, сейчас интернет-магазинов очень много вот таких по продаже таких волосиков. И да, и вообще в магазине париков очень много есть такие, я видела. Так что поищите, посмотрите. Это тоже хороший выход для вас. Так что, если вам нравятся такие видео, пожалуйста, пишите в комментариях ваши пожелания на следующие мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока!